хожу вообще неровно, как собака сутулая. Всем привет! Это видео хочу посвятить своему творчеству. Этим творчеством я не занималась уже пару лет где-то. И это ювелирное дело. Раньше у меня был свой ювелирный стол, так сказать, с инструментами, с оборудованием. Тогда я делала самые простенькие изделия, потому что возможностей было мало. На лазерную гравировку отправляла в другой город. Поэтому это было не так-то уж и просто. Особенно вот эта вся логистика. Ты находишься здесь, и тебе нужно отправлять в другое место, искать людей, которые могут отдать, забрать, отправить. Поэтому это было немножко сложно. Я уж молчу про литье, уже другие методы изготовления, да, ювелирных изделий. Но сейчас я нахожусь в Бишкеке, в Кыргызстане. Здесь, на мое удивление, оказалось очень много ювелиров частных. Знаете, моя лента в Инстаграме, в ТикТоке, в ней начали очень часто появляться ювелиры, зарубежные девушки. Снова захотелось мне заниматься этим. На данный момент я не могу себе позволить целый рабочий стол. Блин, я опять сутулюсь. Вот что значит сидячая работа. Но на данный момент я не могу себе позволить себе рабочее место. Во-первых, это дорого, во-вторых, нужно место. И в-третьих, мы здесь как бы не навсегда. В общем, нас ждет в любом случае переезд, поэтому это все возить или опять продавать. Нет, спасибо. Вот, поэтому я решила сделать как? Необходимые материалы для ювелирного воска. То есть я буду работать с воском. Почему воск? Потому что для воска не нужно огромное количество инструментов. Я смогу это все потом увезти, поэтому для меня это сейчас самый лучший вариант, я считаю. Я сейчас очень вдохновлена сделать себе колечко, необычное колечко, а мне пришла гениальная идея в голову сделать эту а-ля камень своими руками, так сказать. Примерно в голове я сейчас представляю картину, да, этого кольца, и потихоньку, я думаю, надо рисовать эскиз. Затем надо купить инструменты. Я не знаю, насколько затянется это все, но главное же ведь начать. И пока есть вот этот вот стимул сделать. Очень сильно загорелась этой идеей. Как-то так. Начинаю разрабатывать дизайн. В нем должны быть учтены технические моменты, эстетические и, немаловажно, это эргономичность, чтобы было комфортно его носить. Перебрала очень много вариантов форм кольца. Я знала, что хочу сделать в аморфном стиле. И сама декоративная вставка вместо камня будет иметь нестандартную форму и дизайн. Эту вставку тоже очень долго разрабатывала, 100 раз переделывала. Ее я представляла изначально в красном оттенке, потому что я очень люблю этот цвет. Это настоящий творческий полет, и я от этого получаю максимальное удовольствие. Так, мы приехали за бормашинкой. Ждем, сейчас спустится. Встретили пухленького милашку, очень ласковый. Веткой гладит. Бормашину взяли бэушную, но она в отличном состоянии. Когда я ходила в магазин, совсем забыла снять видео, поэтому меня спасает лайв-фото. Так, сейчас я хочу показать набор инструментов, самый минимальный, все, что необходимо, я купила. Первое, это у нас бормашина настольная. Я решила взять такую, она компактнее, чем вот эти вот подвесные. У них педалька огромная, поэтому решила взять такое. Оно, как и для маникюрщиц, для стоматолога вроде как, еще и для ювелиров. Взяла лобзик, чтобы пилить воск. Далее взяла такой маленький надфиль, напильник, кальцимер обязательно. Я хотела специальный кальцимер, чтобы внутри воска как бы обтачивать размер кольца. Вот, но это другой, того не было, поэтому попробую этим, не знаю, получится нет. Далее сам идет воск. Вот такой вот воск. Взяла паяльник, самый дешевый, самый простой. Хотела, конечно, взять другой, там в комплекте он был.
температура регулировалась, но мне неохота было ждать доставки 2 недели, поэтому взяла здесь в городе, что есть, что нашла. И здесь вот пилки для лобзика, крацовка, фрезы, войлок и немножко этот, как называется-то, паста полировальная. Вот, собственно, это весь мой набор инструментов. Если что-то мне понадобится, то буду докупать. Сейчас начнем что-то делать. Посмотрим, что из этого получится. Рабочее место, конечно, не самое правильное. У меня нет финагеля, чтобы выпиливать вертикально, а не как я. И еще и набор машины. Ну, выкручиваемся как можем. Здесь я спиливаю нужную толщину кольца. Затем нужно ее подогнать под нужный размер. Стачивать внутри. Маленькой фрезой не получилось у меня. Тут я сижу, думаю, как еще можно подогнать размер. Решила попробовать паяльником расплавить воск, так как он новый, нужно было обжечь его, ждала, пока дым исчезнет. Ну, этот способ оказался рабочим, но получилось немного кривовато, но ничего, потом обточу. Ну все, а дальше пришло время создавать нужную форму. Процесс не из быстрых, маленькими капельками постепенно набиралась форма, поэтому для этой деятельности необходимо терпение и усидчивость. Что-то уже начинает вырисовываться. Это очень интересный процесс, оказывается. Вы скажете: о боже, какое большое кольцо. Да-да, хочу большое. Итак, дальше начинаем работать с бормашиной. У меня какая-то фреза, вообще не разбираюсь в них. Дальше начинаем детализировать кольцо. В процессе я поняла, что фреза очень маленькая оказалась. Пришлось в другой день идти докупать фрезу побольше. С ней уже процесс пошел быстрее. Вы видите, сколько я обточила воска? Уже не кажется таким громоздким кольцом. Очень понравился этот процесс, но то, что воск летит во все стороны, это вообще огромный минус. Но что поделаешь, издержки профессии. А вот в этой процедуре нужно быть максимально аккуратным, так как можно сплавить нужное, и тогда придется заново все наплавлять. Ну, с чем я, конечно же, столкнулась. Но ничего, учимся на своих ошибках. Блин, вы только поглядите, как прикольно получается. Сейчас начинаю наращивать клапана, чтобы держали центральную вставку. Это очень важно. Вот и все, работа с воском завершена, это конечный результат, а вот так уже выглядит вместе со вставкой. Теперь отправляем ее на литье, получу ее обратно уже в серебре. Прошло 2 месяца, я переехала в другую комнату, вот, заняла себе вот этот стол. Вот. В той комнате было неудобно, конечно, сидеть на этой стойке, как она называется. Вот, и, кстати, прошло 2 месяца с тех пор, как я отдала на литье это кольцо. Вот, наконец-то мне его сделали. Весит 17 грамм, 17,7. Сейчас будем обрабатывать. Как вы можете увидеть, за это время я уже сделала еще несколько колец. Я уже думала, не увижу свое это первое кольцо, хотя обещали отлить за неделю, но эта неделя растянулась на 2 месяца. Грустно, конечно, но слава богу, вы это сделали, отдали мне. Уже почти финишная, сейчас необходимо сточить немного шинки, выровнять. Она у меня получилась очень толстой, нужно облегчить кольцо.
Затем нужно пройтись крацовкой, отшлифовать, убрать все царапины, все разгладить. Для этого взяла наждачки на 600 и на 1200, вырезаю круг на дискодержателе и прохожусь по кольцу. Последний этап – полировка. Этот кусочек пасты мне подарили, целый брикет мне не хотелось покупать, видимо, пожалели меня. Вот, полируем до блеска. Вот такой вот получился влог. Очень довольна своей работой. Хочется, конечно, дальше творить красоту. Спасибо за просмотр. А вам понравилось это кольцо?